Добрый день, друзья! С вами мастер Александр и канал Сапожник. В этом видео, как и обещал, я покажу вам, каким образом проклеить и прошить вот такие женские сапожки. В нынешнее время, думаю, это актуально, так как многие сидят на карантине и много чего закрыто. Так что, в принципе, будем приступать. Приступаем до работы. Так. Смотрите, вот эту часть, в основном, если у вас она сильно грязная, ее нужно пройти наждачечкой и потом уже растворителем. В принципе, у меня-то она не грязная, но растворителем надо по-любому пройти. Тут видно просто на вот этой подошве она пересох клей. И она вся отстала. Берем тряпочку. Можно щеточкой, можно тряпочкой. И растворитель. Растворитель я 647 использую. Он очень хорошо обезжиривает и быстро высыхает. И он не жирный растворитель. К примеру, сольвенты, вот это все, они не годятся для клея. Для сапожных дел. Бо они имеют свойство, там жирноватость такая, оно так не высыхает. Так, промазал, пусть подсыхает. Да, как я и сказал, видно, пересыхание клея пошло. И оно отстает. Ну и что, это приклеится все и потом пришьется. В основном нитка все свои дела сделает. Так, я использовать буду клей. Так. Клей у меня Дисмокол Пур, либо Дисмокол Тер, либо Сара, это те, что я дисмоколовые клеи использую. Может, есть еще наоритовые, в принципе, их можно использовать. Ну, любые, в принципе, сапожные. Понимаю, что вы в банках вот таких никто покупать не будет. Просто смотрите, клеи в хозяйственных магазинах, там куча продается. Ну, на каждом клее читайте его использование, как правильно он используется. Суперклей на вот эти вещи не используется. Это гибкая поверхность, смотрите. А он его посушит. Он посушит, попалит вот эту кожу. Так что, чтобы вы понимали, клей не использовать. Суперклей не использовать на такие вещи. Нельзя ни в коем случае. Промазываем клеем. Я в основном наливаю в баночку. И потом беру щеточку и промазываю. Если у вас обувь дермантиновая, старайтесь аккуратно, чтобы вот сюда клей не выходил, не вылазил. То, что клей имеет свойство, еще дермантинчик может разъесть. То есть он часто разъедает. То старайтесь аккуратно мазать. Замша так само, если вы на замше мажете, замша просто очень тяжело потом замшей клей оттереть. Так, все. Клеем я намазал, теперь ставлю отверточку, чтобы она просыхала. 20 минут где-то приблизительно. Будем ждать, пока оно высохнет. И то же самое промазываем мы сейчас второй сапожек. Так, продолжаем. 20 минут прошло. Клей уже высох. Мы его сейчас будем склеивать и потом уже прошивать. Я использую клей, садится на горячую, скажу сразу. В основном большая часть клеев, это большая часть, что они садятся на горячую. Я использую технический фен для нагрева. Вы же смотрите, либо технический фен, либо вы можете использовать любой обогреватель, который можно. Можно и обычный фен. Прогреваем обе стороны. Нижнюю часть и верхнюю так само.
Старайтесь не перегревать, а просто смотрите, он играет клей, его видно, когда он нагретый. Потому что перегрев тоже нехорошо. Трогаем, да, горячий. Свободно можно брать теперь и склеивать. Садим на место и хорошенечко его придавливаем. Так. Есть такое дело. Так же самое делаем и со вторым нашим клаптиком. Так, склеиваем, садим, вот оно, вот так, прекрасно, все у нас посадилось. Излишки вот эти вот клея мы ототрем. Я использую микропорку, вы же можете использовать ту же самую эластичную резиночку, которая карандашики стирает. Она в принципе тоже будем приступать к прошивочке. Так, повытягивали стелечки, не забываем вытягивать стелечки, чтобы не пришить стельку. И приступаем к прошивке. Так, я крючок использую, у меня 1,8 толщина крючка. Есть двоечка, есть 1,6, тоже в принципе подходит. Нитку я буду использовать 280 провощенная капроновая нить. Есть же такая текстилевая 280, но она не провощена. Тогда придется вам, в принципе, взять свечечку и обработать ниточку. Ниточка, чтобы у вас была обработана, для больше будет, дольше служить будет. Так, приступаем. Я в основном беру по внутреннему, начинаю. Вытянули, смотрите. Так, в основном делаю 3 оборота. Раз, два, три. Все. У меня этой ниточки с головой хватит. Прошиваем. Еще одно. Возьмите ручечку и понаставляйте ручечкой где-то 1, либо 0,8, либо 1,2 миллиметра, сантиметра. Линеечку поставьте и разлинейте, чтобы у вас ровненький одинаковый шов был. Это у меня уже, как бы с опытом, я уже иду просто на автомате. А вам по-любому нужно немножко разметить. И приступаем к прошивочке. Опять же, протыкаем. Делаем вот такую петельку. И цепляем за крючок. Вытягиваем и затягиваем его. Тут просто плохо, что на сапожках я не могу показать. Это, не кроссовки. Там у меня в предыдущих видео, посмотрите, есть, где я показываю, как можно цепляется оно. И мы идем дальше. По самой подошве я очень низко не беру. То что тогда вот этот край нитки, он не притянется. А нам нужно, чтобы краешек притягивался. Приблизительно где-то 3 миллиметра отступил от бортика. И потихонечку делаем прошивку. Вот это, чтобы вы понимали, это для красоты. Это просто рисунок самой подошвы. Это не прошивка.
Часто на фабрике прошивают, и покупают люди, думают, что ну, нормально прошито. А они, дело в том, что фабрика использует, к примеру, верхняя нитка идет там, или 167, по-моему так, либо 280, а внутренняя 93, вот эта тоненькая штопольная. И вы ее берешь, потом просто вот так тянешь, она вся так отрывается, в руке остается. Так что тихонько берем и прошиваем. Учимся прошивать, так как в принципе карантины вот эти все показали, что надо просто брать и самому все учиться делать. Особенно если вы на карантине, вам спешить некуда, вы дома сидите. Главное купить крючочек и ниточку. Ниточка даже, кстати, вы можете купить текстилевую ниточку, она в бобинах идет. Маленькие бобинки. Сейчас покажу. Где-то есть. Где-то вот такие, только это штопольная, а то есть толстая 93 чи 375, либо 280 ниточку. И опять же, не забывайте проващивать. Еще из-за чего, чтобы когда она провощивала, она меньше сучится у вас. Так, доходим до самого сложного участка. Вот этот участок довольно-таки сложненький. И чтобы легче было, смотрите, у меня крючок вот он выдвинутый. Смотрите, входим не вот так ровно, а немножечко наискось. Получается, мы ее тогда, смотрите, до упора нам не нужно вот туда прямо вот так рукой аж тянуться. А мы в основном цепляем крючочек у нас аж вот тут где-то, на вот этот край. Ну, самое сложное, как всегда, носок. Смотрите, еще раз. Я чуть-чуть наискось беру. Вот. Тогда оно легче проходится. Цепляем. Обратно наискось. И вон чуть-чуть ты вверх выходишь. Вот он. Получается вот так крючок идет. В таком положении. И вытягиваем и затягиваем ниточку. Раз. Есть такое. Вот так. Затянули. Все. Главное не спешить. Вы не спешите. В этом месте вы лучше потихонечку, не спеша идите. Это у меня опыт, как говорится, 20-летний, да у меня уже просто оно на автомате все идет. Вы же не спешите, лучше потихоньку. Старайтесь подцепить, потому что если вы неправильно подцепляете, вы, получается, рассучите потом нитку. Вот. Опять же, петелька, подцепили и вышли. Если у вас тут, лучше бы возьмите довший крючок, чтобы у вас был. Либо возьмите два. Один чуть покороче, чтобы вот эту часть проходить. И тот, который на носок будет у вас длиннее. Чтобы с носка вам цеплять было гораздо удобнее. Опять же, многое зависит от того, какой крючок, как сделанный. Если плохо сделанный крючок, неправильно, он и будет тоже сучить нитку. Крючки в основном продаются, они есть и в хозяйственных магазинах, но я-то, понятно, купляю специализированных. У нас совсем другие, там, когда покупаю материалы, с этими же материалами я купляю себе и крючки. Раньше сам-то вытачивал, сейчас покупаю. Ленивый, как говорится, уже стал, так что... Вот. И так само вот тут, так же само мы немножко наискось берем. Цепляем и вытягиваем. Ну, я иду, смотрите, в вот этом направлении. Вы же можете в обратном, против часовой, кто-то по часовой. Это кому как удобно. Тут уже, как говорится, дело каждого человека. Опять же, чуть-чуть наискось. Цепляем, вытягиваем и подтягиваем.
Опять же, техника безопасности. Не забываем. Не подставляйте палец под то место, где вы пробиваете крючком. То, что очень опасно. Можете воткнуть и потом очень сложно его вытянуть. Крючок назад вырывает. Он не вытягивается так. И если уже получилось, вы смыкиваете сразу, резко. Резким движением вы смыкиваете. Либо если уже не получится, тогда уже только у врача. Там уже вырезают в основном. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Ну что, друзья, подходим к завершению. Дошиваем. Тут особой, как по мне, сложности нету. Главное, не спешите. Да, на меня не смотрите, потому что я быстро руками работаю, уже привычка. А вы потихонечку, чтобы ниточку не послоить. Думаю, если вам время позволяет, спешить некуда. И для себя, глядишь, вы уже научитесь хотя бы прошить. Без чьей-то помощи. Я считаю, человек должен уметь. Или хотя бы попробовать делать все. Ну, а уже в крайних случаях обращаться, если уже не получается или не можем, то мы обращаться до специалиста. Так, смотрите. Я дохожу. Вот он, последний штрих. Раз. И вот место, где я начинал. И теперь мы делаем возврат. Я обычно 2 стежка назад возвращаю. Вы же сами смотрите, можете и 3 вернуть, как вам удобно. Но надо вернуть на пару стежков. Пару стежков это как раз вот як, машинка таким образом делает возвраты назад. И мы обрезаем. Я использую рапитовый нож. Ну, смотрите, чем вам удобно. Можете и канцелярский обычный. Так. Обрезал. Не забываем на место стелечку положить. И то же самое мы сейчас делаем, буду делать со вторым. Я вам этого не буду показывать, я уже просто вам покажу завершающую стадию. Так, друзья, немножко ниже, чтобы видно было. Прошит один, прошит второй. Теперь смотрите, что мы делаем. Возьмем зажигалочку. Надо пройти немножко. То, что за крючочком вытягивается внутренний мех часто. Вон все-таки это крючок, и он тянет. Так, прошли. А потом после этого берете резинку. Я микропору использую. Вы же можете взять обычную эластичную резиночку и повытирать вот этот весь клей. Его не должно вот тут оставаться. То есть весь излишки клея, его надо убрать снаружи. Ну, все хорошо. Кстати, на дермантиновых поаккуратнее. Дермантин может оттираться. То есть, за чего я говорю, что аккуратнее. На замше старайтесь, чтобы не выпирал клей, потому что оттирается очень сложно. Приходится и ножиком даже подшкрябывать иногда, чтобы по замше, чтобы убрать излишки, которые выдавило.
Тоже такое очень хорошо берется. Так, один сделали. И второй так само очищаем мы. Все. Все, подтирали, и хорошо вообще. Замечательно получается. Теперь остается нам только навести красоту. Пройти кремом и все, как говорится. И будет все красиво и хорошо. Смотрите, я использую обычный крем. Я другой вообще-то обычно пользую, но я заказывал, мне не привезли мой. Там крем-краска, а это обычный крем. Хотя, может, и крем-краска считается, не знаю. Тут просто товарный. Все, ни больше, ни меньше. Ну что, друзья. В видео я показал, как прошить вот такую обувь. Зимние сапожки. В принципе, получилось. Сложностей тут особо нету. Что ты врешь-то, вот в наглую? Так что все в ваших руках, как говорится. Берите, пробуйте. Тем более сейчас, во времена, когда все закрыто карантина, вы можете это все, дома сидите, времени много, можете взять и попробовать сделать сами, имея при себе только крючок, нитку, ну и клей, соответственно, то по-любому его придется покупать. Так что все пробуйте, все у вас получится. Думаю, ничего особой сложности тут нету. С вами был Александр и канал Сапожник. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?